Всем привет. Сегодня у нас расклад через какие перемены скоро произойдут. Как всегда, передо мной бумажка с тремя вопросами. И первые две карты будут сигнификация, остальные читаем парно. И, конечно же, приходите в проживание арканов. Хотя я думаю уже, кто мог себе это позволить, они уже в проживании. Так что поспешите, как говорится, успеть в последний вагон. Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. И скажите мне, вот в чате Telegram, который я отправил, две книжки, понравились ли вам? Если что, ссылка на чат Telegram тоже в описании к видео, в закрепленном комментарии, то есть в самом верхнем моем. Итак, давайте кота за причинные места тянуть не будем, сразу начнем наш расклад. Единички. Первые две карты сигнификации, еще раз повторюсь, и это через какие жизненные трудности ты уже прошла. А тут одиночество. То есть ты прошла период одиночества, когда вот жизнь, она прям буквально поставила тебя вот в это одиночное путешествие. Никого вокруг. Ты была как в ситуации, когда вокруг много голосов, много информации, много всякой путаницы, но ты вынуждена была искать ответы сама. И это был твой жизненный этап, в который ты погружалась в себя, чтобы понять, куда дальше вообще идти. Даже если вокруг все было там неясно, страшно и так далее. Ощущение зажатости и ограниченности, оно кружило тебя вот в этом не танго, а как другой вальсе. Как будто ты была в ловушке своих собственных сомнений, своих собственных страхов. И вот в этом состоянии пришлось многому учиться на ощупь. Ты становилась более мудрой, но ты не сразу находила свет впереди. Жизнь, она как будто на месте тебя крутила. Проверяла твою стойкость, умение ждать и так далее. И многое для тебя казалось неподъемным. Решения с трудом давались. Ты не была в панике, но вот такое ощущение, что мир сгнил. У тебя, я имею в виду, такое ощущение было. И что не все в жизни зависит от каких-то там внешних сил, волшебников, волшебных этих, на вертолете голубом. Многое зависело только от тебя и от твоего настроя. И ты выстояла, ты умничка, ты юный пират. Конечно, не без потерь. Но этот этап, он важен был, потому что без него ты не смогла бы понять, что именно ты хочешь от жизни. Чего тебе нужно, чтобы дальше идти, а не топтаться. Да какие перемены скоро произойдут? Мощный энергетический заряд. По-другому тут никак не скажешь. Не просто смена обстановки, а настоящая перестройка внутреннего состояния. Появится искорка, которая зажжет для тебя новый этап твоей жизни. Ты начнешь более уверенно действовать, более решительно. Как будто эти, ветры внешние, они наконец-то расставят все по своим местам. И этот период, это появление новых возможностей, новых знакомств, которые поддержат твои изменения. И придут как знак, того, что все время твоих сомнений, оно прошло. У тебя ясность в голове будет. И ты понесешь эту энергию, которая тебе придет вперед, не боясь ошибиться, не оглядываясь на эти назад истории.
У тебя ощущение появится, что ты выйдешь из вот этой долгой паузы жизни. И вот знаешь, как будто переродилась заново. И начнешь настоящий путь по жизни. И это движение, это, знаешь, это не просто движение, а вот возврат к твоему вот этому боевому творческому режиму, где ты сама будешь управлять своей судьбой, а не судьба тебя по стенкам будет размазывать. Какой совет? Не отступать. Совет тут один — не отступать и не бояться шагов. Сейчас, знаешь, твоя задача — это перебороть вот эти внутренние блоки, внутренние страхи, которые вперед мешают идти. Не стоит ждать идеального момента или как будто кто-то придет и все за тебя сделает. У тебя уже все есть, чтобы взять ответственность за свою жизнь в свои руки и повернуть свою жизнь в ту сторону, в которую ты хочешь, а не чтобы жизнь тебя, опять же повторюсь, по стенкам размазывала. Знаешь, важно помнить, что вот сила, она ж не в мощных взрывах, а в стабильной работе над собой и своими там целями. Поэтому на страхе старый не оглядывайся. Не давай им себя ни капельки. Они, знаешь, они как тени прошлого, которые обманывают, тянут назад. Вот сказки были эти не морены, а какие-то вот такие русалки, которые затягивают в болото. Вот тени прошлого — это вот эти русалки. И знаешь, что самое главное? Ты себе даже должна доверять. Не нужно бороться с собой, не нужно себя ломать. Лучше постепенно, мягко настроить свой компас вот этот внутренний, следовать ему. И каждый маленький шаг в сторону свободы, в сторону силы, он приближает тебя к состоянию, когда жизнь будет смыслом наполнена, радостью, по твоим собственным правилам. И ты уже готова. Карты говорят, что ты готова. Просто действуй, понимаешь? Обязательно подпишись на канал, жмякни на колокольчик, приходи в проживание арканов. Ты это все проработаешь. Абсолютно все. И новых подруг обретешь. Потому что твой вот этот период тишины, я бы его назвал, это не совсем хорошо. Поэтому приходи в проживание арканов, общайся в магическом чате, найдешь новых подруг. Ну и друзей, конечно. Двоечки. Первые две карты — сигнификация, остальные парно читаем. Через какие жизненные трудности ты прошла. У тебя этап был, знаешь, такой вот со стороны кажется очень яркий, счастливый. Люди смотрели на тебя, да, и думали, у нее все хорошо в жизни. Все светится, все получается, но за вот этим всем скрывалась совсем вообще другая история. Ты жила с постоянным ощущением, что где-то есть подвох, где-то есть обман, где-то есть там недосказанность. И это время такое ты прошла, когда вот улыбаться приходилось, даже если внутри, как говорится, какашки бурлили. Ты либо сама себя обманывала, убеждая, что все хорошо, либо кто-то рядом с тобой вел вот эту двойную игру, а ты это чувствовала всей своей вот кожей. Но бывает же такое вот, общаешься с человеком, да, и у тебя вот такие вот мурашки от озноба. Вот я не знаю, как объяснить, но если это твой расклад, ты меня поняла. И вот у тебя приходилось в голове постоянно быть начеку. Всешние, блин. Всех людей слова анализировала, искала смыслы скрытые. И вот эта двойная жизнь, она тебя... Вот это не закрытый расклад, чтоб я матом сказал, но она тебя, это самое, выматывала. Внешний успех радости не приносил совсем, потому что ты знала ему цену.
А это цена компромиссов, цена молчания, постоянного напряжения. И ты научилась быть сильной, но эта сила, она построена на недоверии. И вот этот вот этап жизни, он сделал тебя мудрее. Но я отнял много легкости, вот этой воздушности. Это, знаешь, как будто вот летает бабочка, летает, да, ее шмякнули. Ни в коем случае не убили, а просто шмякнули, и она вот крылышки есть, а только ходить по земле может. Эй. И вот в этом этапе у тебя так было. Ты поняла, что вот эта обертка блестящая, она не гарантирует вкусной конфеты внутри. И ты научилась доверять только своему внутреннему чутью, которое тебе прям в уши орало: здесь что-то не так, здесь что-то не то. Даже когда вот все вокруг твердили обратно, что все хорошо. Да какие перемены у тебя в жизни произойдут? Знаешь, готовься, потому что период вот этих тревог, всяких бесконечного накручивания себя, он к концу подходит. Все вот эти страхи, которые в твоей голове свили себе гнездо и спокойно расплодялись, не знаю, как это, чпокались, и тебе не давали дышать, то они скоро начнут отступать. Перемена не будет резкой, не как там взрыв, искорка, а, знаешь, плавная такая, постепенно. Как будто кто-то наконец-то, знаешь, вот находит вот путь к душевному состоянию спокойному. Вот ты обретешь вот этот баланс внутренний. Начнешь находить вот эту самую золотую середину, которой тебе не хватает. Научишься смешивать там работу и отдых, да, эмоции и разум, причем в правильных пропорциях, чтобы не бросаться из одной крайности в другую. Это глубокая внутренняя трансформация. Шторм, который у тебя в голове на данный момент, вот, как сказать, бушует, когда ты смотришь сейчас этот расклад, он утихнет, и ты сможешь просто вот спокойно выдохнуть. А вещи, которые раньше у тебя вызывали там панику, слезы, вот это все такое плохое, они перестанут тебя сильно цеплять. Ты просто почувствуешь, что напряжение, которое ты носила в себе годами, оно уходить начнет. Но это ни в коем случае не значит, что все проблемы исчезнут. Нет, но ты будешь смотреть на них по-другому. Прям спокойно, взвешенно, да, и без паники. Ты просто вернешь себе себя. А ты у меня какая? Уравновешенная, цельная, умничка даже. А сейчас, вот на данный момент, да, когда ты смотришь этот расклад, у тебя паника. Вот надо что-то делать, надо что-то делать. Чего делать, не знаю. Меня все там обманут. Ну, примерно вот так. Поэтому ты вернешь себе себя. Какой совет? Ну, тут, знаешь, главный твой враг — это твои собственные страхи, фантазии, иллюзии, понимаешь, которые в голове у тебя живут. Ты очень сильно склонна вот уходить вот в этот мир догадок, подозрений, темных фантазий, которые, как сказать, не имеют под собой реальной почвы. То есть ты сама себя пугаешь по жизни. А совет простой тут — заземляйся. Каждый раз, когда тебя накрывает вот эта волна тревоги, переключай внимание на что-то там конкретное и материальное. Там займись деньгами своими. Наведи вот там порядок в доме, да, составь четкий план на неделю. Вот как в школе же делали, да, там план на день. Вот точно так же. Начни контролировать то, что тебе подвластно. Свои деньги, свое расписание, свое пространство и вот это все. И когда ты почувствуешь себя хозяйкой в своем вот этом материальном мире, вот эти страхи, они же потеряют силу свою. Не борись с призраками, не борись, как Дон Кихот с этой мельницей долбаной. Просто перестань их кормить своим вниманием. Твоя стабильность — это лучшее лекарство от твоей тревоги. Создай твердую опору под ногами, и ты увидишь, как вот эти иллюзии, они начнут таять. Как вот, как сказать,
не эфемерно, я бы хотел это слово применить сейчас, но тут нет ничего такого. Вот знаешь, как туман. Вот туман по утрам же есть же над реками. Вот, он же начнет. Ты только свет включишь, и туман рассеется. Понимаешь? И твоя задача не победить тьму, нет, а свет включить, вот этот, который туман вот этот поганый рассеет. А твой свет — это что? Это порядок, это предсказуемость, и это контроль над своей реальной, а не выдуманной жизнью, понимаешь? Все ты понимаешь. Обязательно приходи в проживание арканов, потому что тут есть и нота одиночества, и ты не будешь одна. Обязательно приходи, это тебе лично приглашение. Тому, кому действительно этот расклад прорезонировал. Итак, давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, троечки. Извините меня, пожалуйста. Врать не буду, врать совершенно не буду, сразу предупреждаю, не готова к правде, не смотри. Сначала начнем, да, с сигнификации. Какие жизненные трудности ты прошла? А ты непростой период прошла. Тебе пришлось вот стать главной в своей жизни. Прям буквально все в свои руки взять. Ты и командиром была, и стратегом, и исполнителем. Тебе нужно было постоянно держать лицо, контролировать все, решения принимать за двоих. И ты справилась, ты умничка, ты своего добилась. Ты победила в этой битве за стабильность и уважение. Но со стороны казалось, что у тебя все идеально там. Успешная, сильная, там все под контролем. Но какой ценой далась тебе эта победа? А это же была постоянная борьба, ежедневное напряжение. Ты привыкла полагаться только на себя, потому что ты поняла, что больше не на кого. Даже будучи с этим паразитом. Ты свою жизнь выстроила как вот крепость. Но в этой крепости, несмотря на то, что ты была замужем, ты была одна. Это была победа, но она оставила тебя вот этой уставшей, выгоревшей эмоционально. Ты доказала всем и себе в первую очередь, что ты можешь, но ты легкость потеряла. И возможность потеряла быть просто женщиной, а не вот этим воином, бойцом и так далее. Ты научилась быть императрицей в своем собственном мире, но ты забыла, как это, когда о тебе заботятся. И вот этот опыт, он сделал тебя невероятно сильной. Ну и, конечно, отдалил тебя от вот простого человеческого тепла. Я так не хочу дальше про карты говорить. Ну, что поделать? Какие перемены произойдут? Перезагрузка полная. Вся вот эта система, которую ты так долго, упорно выстраивала, она рухнет. Речь про развод. И это не просто ссора или какой-то временный кризис. Это прям окончательное решение, которое всю твою жизнь изменит. Это страшный суд для ваших отношений. Момент будет, когда все маски будут сняты. Вся правда наружу выйдет. И станет просто ясно, что дальше вместе никак нельзя идти. И это коснется всего. Вашего общего дома, денег, статуса. Все, что казалось вот незыблемым, это все рассыпется. И это будет больно, да. Но, знаешь, это необходимое разрушение, чтобы освободить тебя для новой настоящей жизни. Потому что, знаешь, ты слишком долго жила вот в напряжении. И судьба сама сейчас создает ситуацию, чтобы ты вышла из этой клетки. Это
я бы назвал кармическое событие, которое было предопределено. Оно закроет одну большую главу твоей жизни, что ты даже сможешь теперь начать писать новую. Перемена будет глобальной, и после нее ты уже никогда не будешь прежним. Это, знаешь, на это смотри позитивно. И это твой шанс обнулиться и начать все с чистого листа, без вот этого груза прошлого. Какой совет? Ну, если ты знаешь карты, то уже поняла, да, что новый мужчина. Но кто не знает карты, после развода в твою жизнь быстро новый мужчина ворвется. И он будет полной противоположностью твоего бывшего мужа. Это будет эмоционально зрелый, там, чуткий, заботливый человек, который любить умеет и не боится вообще своих чувств. И в твою жизнь он стремительно придет, понимаешь? Как рыцарь на белом коне. Вокруг да около он ходить не будет, играть в игры он не будет, заставлять тебя ждать не будет. Он сразу покажет свои намерения, окружит тебя вот теплом, заботой, любовью, о которых ты уже давно забыла. Знаешь, какой тут совет? Тут не бойся своей скорости совет. Не закрывайся вот в своей скорлупе после развода. Не думай, что все мужики одинаковые. Судьба, она ж тебе этого человека как награду посылает за все твои прошлые страдания. И он придет, чтобы исцелить твое сердце и показать, что настоящая любовь, это не, за нее не нужно бороться, а можно просто быть собой. Поэтому, знаешь, совет тут простой. Будь открыта этому новому чувству. Позволь ему войти в твою жизнь. Это твой шанс на настоящее женское счастье, которое ты заслужила. Просто вот потоку доверься, и он вынесет тебя вот на этот новый уровень. И ни в коем случае не думай, что там я предательница, я плохая и так далее и тому подобное. Ты на тот момент будешь разведена, поэтому тебе никто ничего не запретит. И всегда помни, что дед всегда рядом.